Всем привет, я Наталья, а это мой канал о вязании. Сегодня хочу показать вам, как связать вот такой симпатичный чехол для телефона. Высота такого чехла 17 сантиметров, ширина его 10 сантиметров. Вяжется моментально, очень быстро, очень просто. Узор повторяется из ряда в ряд. Никаких сложностей при вязании такого чехла не возникает. За день можно связать несколько таких чехольчиков и подарить своим родным, близким и подружкам. Я думаю, им очень понравится такой подарок. Чехол вяжу я из полиэфирного шнура Карамель Бэби. Толщина такого шнура 2 мм. В описании под видео напишу вам, какие еще необходимы материалы для такого чехла. Приложу ссылку на магазин, где вы сможете купить все необходимые материалы, а также добавлю промокод на скидку. Начнем вязать. Набираем 18 воздушных петель. Установочная петля и дальше 18 воздушных петелек. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 петелька. Находим вторую петлю от крючка, первая петля, вторая, и во вторую петлю вяжем столбик без накида. Отмечаем этот столбик маркером. Дальше по всей длине цепочки вяжем еще 15 столбиков без накида. В последнюю оставшуюся петлю вяжем 3 столбика без накида. Первый, в это же основание второй и в это же основание третий столбик без накида. Развернулись на другую сторону цепочки и вяжем по этой стороне еще 15 столбиков без накида. Крючок заводим в петли напротив столбиков на противоположной стороне и сразу ввязываем хвостик нити. Связали и в петлю, из которой выходит столбик, отмеченный маркером, вяжем 1 столбик без накида. Связали донышко для чехла и делаем соединение в петлю под маркером. С изнаночной стороны на лицевую заводим крючок, одеваем петлю на крючок и вытягиваем на изнаночную сторону. В получившуюся перемычку заводим крючок, возвращаем снятую петлю на крючок и провязываем рабочей нитью. После того, как мы связали донышко, всего в ряду должно получиться 36 столбиков без накида. Включаем вот эту петлю, из которой выходит воздушная петелька. Раппорт узора, который мы будем вязать, составляет 6 петель. Делаем воздушную петлю и начинаем вязать первый ряд стенок. Получившуюся петельку отмечаем маркером. Пропускаем 2 петли
И в следующую вяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик с одним накидом. Пропускаем 2 петли и в следующую вяжем столбик без накида. Пропускаем 2 петли и в следующую вяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик. Пропускаем 2 петли, в следующую вяжем столбик без накида. И повторим еще раз. Пропускаем 2 петли, в следующую вяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик. Пропускаем 2 петли и в следующую вяжем столбик без накида. И таким образом довязываем ряд до конца. В конце ряда связаны 5 столбиков с накидом в одно основание, и до конца ряда остается 2 свободные петли. И вот она, первая петля, отмеченная маркером этого ряда. В нее нам нужно сделать соединение с помощью соединительной петли. Но если вязать сюда соединительную петлю, очень сильно будет заметен переход от ряда к ряду. Поэтому я в эту петлю в конце ряда провязываю столбик без накида. Снимаю петлю и в петлю, которая была под маркером, вяжем столбик без накида. Следующий ряд, второй ряд стенок. Его нужно начать вот с этой петельки, с центральной петли в веерочке из столбиков с одним накидом. Передвигаемся сюда с помощью соединительных петель. В следующую петлю вяжем соединительную петельку, в следующую петлю соединительную петельку и в следующую петлю вяжем соединительную петлю. Делаем воздушную петлю и получившуюся петлю отмечаем маркером. Пропускаем 2 петли и в следующую вяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик с накидом.
Пропускаем 2 петли и в следующую вяжем столбик без накида. Пропускаем 2 петли и в следующую вяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, и пятый столбик. Пропускаем 2 петли и в следующую вяжем столбик без накида. Пропускаем 2 петли и в следующую вяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик. И таким образом довязываем ряд до конца. В конце ряда связали 5 столбиков с одним накидом в одно основание и в петлю, которая отмечена маркером, вяжем столбик без накида. Завершили этот ряд, и сейчас нам нужно сделать переход на следующий ряд. Следующий ряд у нас начинается вот в этой точке. Передвигаемся сюда с помощью соединительных петель. В следующую петлю вяжем соединительную петлю, в следующую петлю также вяжем соединительную петлю и в следующую. Перешли на следующий ряд, делаем воздушную петлю и отмечаем эту петельку маркером. Пропускаем 2 петли и в следующую вяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик. Пропускаем 2 петли и в следующую вяжем столбик без накида. Пропускаем 2 петли и в следующую вяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда снова 5 столбиков с накидом в одно основание и в петлю под маркером вяжем столбик без накида. Передвигаемся для вязания следующего ряда с помощью соединительных петель. В следующую петельку вяжем соединительная петля, в следующую петлю
также соединительная петля и в следующую петлю соединительная петля. Делаем воздушную петлю и отмечаем ее маркером. В эту петлю в конце ряда снова нужно будет провязать столбик без накида. Я вяжу столбик без накида вместо соединительной петли. Как я уже говорила, место соединения, переход из ряда в ряд, менее заметен. И дальше все последующие ряды вяжутся точно так же, как мы вязали предыдущий ряд. Пропускаем 2 петли и в следующую вяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик. Пропускаем 2 петли и в следующую вяжем столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. Этот ряд делаем соединение, передвигаемся на следующий ряд с помощью соединительных петель и начинаем вязать следующий ряд. В итоге должен получиться вот такой красивый узор. Всего для своих чехлов я вяжу 16 рядов. Начиная с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 ряд. Завершающий это ряд обвязки. Вместе мы связали с вами 3 ряда узора и начали вязать 4 ряд. Довяжите самостоятельно ряды своего узора. Всего должно получиться 16 рядов. Итак, довязали последний ряд. Это 16 ряд стенок. В конце ряда 5 столбиков с одним накидом в одно основание. И в этом последнем ряду делаем соединение в петлю под маркером с помощью соединительной петельки. Заводим в петлю крючок, подхватываем рабочую нить и сразу протягиваем через петлю на крючке. И нам осталось сделать завершающий ряд, ряд обвязки. Обвязываем соединительными петлями или полустолбики их еще называют. Находим следующую петлю, заводим крючок и протягиваем петлю через петлю на крючке. И так продолжаем делать обвязку по всему ряду. Вяжем полустолбики. Сильно их не затягиваем, чтобы петельки были достаточно свободные и верхний край чехла не стянулся. В конце ряда провязываем последний полустолбик и обрезаем ниточку. Вытягиваем нить полностью через петлю. И сейчас нам понадобится игла, чтобы спрятать хвостик нити. Сначала завершим ряд. В первую петлю заводим иглу под обе стенки петельки. Вытягиваем нить и возвращаем ниточку в центр последней провязанной петли. И выводим сразу на изнаночную сторону. Вот таким образом завершили вязание. И хвостик нити прячем с изнаночной стороны. Заводим иглу под петли.
Спрятали хвостик. Полностью вытягиваем нить. Обрезаем близко к тому месту, откуда выходит ниточка. И с помощью зажигалки фиксируем, чтобы вязание не распустилось. Итак, сегодня мы вместе с вами связали вот такой чехол для телефона. Надеюсь, вам понравился сегодняшний мастер-класс. Спасибо, что вязали вместе со мной, и до новых встреч в новых видео.